Честно, мне вот просто интересно, откуда произрастают у блогеров эти потуги снять кино. Просто чисто имея аудиторию, часто половину, а может быть и большую ее часть накрученную из всяких Бангладешев, Индий, Пакистанов, вот это желание лишний раз насрать на тех, кто действительно схавает что угодно от своих любимых звезд, а тем только дай повод попаразитировать на своих подписчиках. Фильм «Блогеры и дороги». Он начинается с очень громкой песни под демонстрацию каких-то случайных мест и съемки дороги с птичьего полета. Видимо, чтобы отразить вторую часть названия этого полотна. И на этом, в принципе, все заканчивается как бы в плане дорог. Дальше просто какой-то дикий ржач со стороны Ивлеевой. Когда прохожий хотел помочь ей с чемоданом, на что она: все сама, я простая. Он отвечает: ни хрена себе сама, ты простая, ты идешь, тебя 30 человек снимает. Ты что, дочка олигарха? Нет, я сама поднималась, сама, я клянусь, я сама, все сама. Господи, как же вы уже достали со своим сраным лицемерием. Да сколько ж можно уже, какой-нибудь Поперечный рассказывать, что ему на все про все для жизни хватит 40 тысяч рублей, и он вообще любит кушать Ролтон, но почему-то делает кучу рекламных интеграций в каждом ролике. Это, видимо, чтобы побольше Ролтона купить. Усачев, который дружит с властью, сыт в уши, что переживает за чистоту полов в квартире, а то в любой момент могут ворваться силовики и мордой в пол его уткнуть. Из России пора валить. Соболев рассказывает, что он все сам и простой человек из народа, хотя его с 1 класса в школу возил личный водитель. Ребята, что у вас за комплексы? Вы можете мне, пожалуйста, объяснить? Просто не врите, не лицемерьте. Вы с кем заигрывать пытаетесь и кого обмануть хотите? Что вы кому хотите доказать? Зачем это? Ивлюша, Настя, тебя прохожий не спрашивал о том, ты всего добилась сама или нет. Он тебя спросил, помочь ли тебе с чемоданом и дочь ли ты олигарха. И на этом все. Господи, как же это мерзко просто. Как это мерзко смотреть на вас. Ладно, давайте продолжу отзыв на этот фильм. Извините за лирическое отступление. И после того, как Настя на коленях убеждала случайного прохожего, что она всего везде и всюду добилась сама, все сама, дальше идет подборка из каких-то ноунейм блогеров. И я понимаю, что у них там по 10 миллионов подписчиков, но я их не знаю, извините, честно, я клянусь. И говорят они вещи так, на что без боли, просто не взглянуть. Видимо, на телефоне был 1% батарейки, 1% заряда, я не знаю, и поэтому все снимали с первого дубля. Настя сказала, я ответил, я помню, что она сказала, точнее, я не помню, она сказала что-то типа вроде как «поехали», и я это вот запомнил «поехали», и вот мы поехали. Остальные отвечают в таком же стиле Ой, я забыл сказать, о чем это. Это кино, да, сие. История путешествий по России в формате travel-блога. Компания из очень разных блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть, чем живут люди в деревнях и небольших городах страны. Без прописанных реплик и четкого плана они с головой погружаются в приключения, и выбрали они населенный пункт под названием Дно. После чего, конечно же, с улыбкой начали все говорить о том, что им всегда было интересно окунуться на дно, всегда можно оттолкнуться от дна и так далее. Вот такие вот смешные штуки. Дальше простые блогеры из народа едут в плацкарте, жрут заваренный дошик, потому что они обычные ребята из деревень, которые приехали в Москву и всего добились сами, у них остались такие привычки. У меня вопрос: зачем человеку, у которого есть деньги, жрать какие-то дошики? Они же даже понятия не имеют, что едят люди, которые ничего сами не добились, которые не смогли добиться. Они просто насмотрелись каких-то мемов в интернете и начинают это повторять. Какое-то убожество, господи. Очень тяжело это все смотреть. На то, насколько плоские примитивные приемы используются, но они просто издеваются над зрителем. Так как это формат travel-блога, тут жесточайший реализм. Все снимается трясущимися руками. Во время просмотра картинка постоянно шатается. Все будут экать, бэкать, мэкать. Продолжается безудержный юморески касательно города под названием Дно, что кто-то сможет теперь это использовать в своих треках с особым смыслом. Йоу. Потом Ивлеева внезапно заявляет, что она поняла прелесть городов, которые не являются такими крупными, как Москва и Питер. Люди в них честные. Так ты некоторое время назад говорила, что ты сама из деревни, из маленького городка, из Зажопинска, сама прохавала путь самого низа.
Как ты это поняла, приехав туда? Ты же должна была вырасти с этим. Что ты несешь? Зачем вообще постоянно об этом говорить? Никто ж тебя за язык не тянет и не спрашивает. Прошло 15 минут экранного времени, люди уже сами противоречат себе и попадаются на лжи как дешевки. Ивлеева продолжает поражать глубиной мысли и то, как ее потрясли люди в этом городке. Цитирую: «Здесь они не думали над вопросом», ну вообще обычно думают над ответом, и не думали о том, какими они хотят быть. Они говорили честно: я тот-то, то-то, то-то, живу так-то, 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 от жизни хочу то-то, то-то, и прошлое такое-то, такое-то. И ты такой: вау. Ну, цитата заканчивается. Одна девочка-блогер взяла на руки голубя, потом его кинула на пол и начала неистово кричать, что чуть перепонки не полопались в ушах. Это одна сцена. Другая сцена: Джарахов рассказывает: вау, мы такие идем, и короче толпа сама собралась, мы никого не собирали. Типа, они знали, куда вы идете? Ну и понятное дело, толпа из целевой аудитории 12-летних. На протяжении всего этого так называемого travel-блога, фильма, да, постоянно случайно собираются какие-то толпы. Вначале Ивлеева сказала, что они в сторис все рассказали, где они находятся и что они там делают. И потом другой блогер говорит, что толпа материализовалась сама. Орут от вида каких-то гусей, и когда гадят голуби, задают людям какие-то вопросы, чаще всего, если хотят высрать восхитительную шутку, то просто перебивают собеседника и дико начинают ржать и заливаться с того, какие же они Джим Керри современности. Это очень плохая штука. Почему это пустили в кинотеатры? Ну, наверное, ребята, которые сделали себя сами, поднялись с самых низов, хотят заработать себе на еду, да, а то поглощение одного лишь дошика, который они постоянно демонстрируют в кадре, да, от этого будет гастрит. Жалко, ребят, жалко, они и так стараются, не жалеют себя, все вкладывают в производство контента, все силы, чтобы лишний раз порадовать дорогого зрителя. Эту чепушню под названием «Блогеры и дороги» я категорически не рекомендую смотреть в принципе. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот отзыв. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом travel-влог в фильме или о моем видео. Спасибо за просмотр. Пока.